Под твоими ногами прямо сейчас. От силы несколько километров земной коры. Дальше мантия, где все плавится. Но если пойти в другую сторону, прямо в воду и вниз, можно добраться до места под названием Бездна Челленджера. Это дно Марианского желоба в западной части Тихого океана. 10 935 метров под поверхностью. Самая глубокая точка на планете. Для масштаба, если взять Эверест и опустить его туда, вершина горы не достанет до поверхности воды еще больше 2 километров. Просто пустая вода над ней. Желоб тянется примерно на 2550 километров в длину, при ширине около 69 километров. Это огромная структура, образовавшаяся там, где Тихоокеанская плита уходит под Марианскую. Там идут землетрясения, есть гидротермальные источники, а еще там живут существа. Это, конечно, главное. Причем интересно вот что. Сама по себе впадина не аномалия, а типичный результат столкновения плит. По всему Тихому океану таких желобов несколько десятков. Марианский просто самый глубокий. Жизнь, которую там обнаружили, теоретически может существовать и во всех остальных. Просто большинство из них мы еще серьезно не изучали. На глубине около 11 километров давление воды примерно 1086 бар. Атмосферное давление на поверхности примерно 1 бар. То есть там оно в 1070 раз выше нормы. Около 8 тонн на каждый квадратный сантиметр. Обычный металлический шар без специальной защиты там схлопнется. Температура от 1 до 4 градусов. Темнота абсолютная. Ни единого фотона. Еды мало, только то, что медленно падает сверху с расстояния нескольких километров. Останки рыб, органические хлопья, осевший зоопланктон. Ученые называют это морским снегом. Жизни там быть не должно. Именно так думали Бондеры, пока в 1960 году Жак Пикар и Дон Уолш первый раз спустились на батискафе Триест и увидели на дне что-то похожее на плоских рыб. До погружения серьезные ученые полагали, что такие условия несовместимы с любой сложной биологией. Давление рвет клеточные мембраны и денатурирует белки. Холод замедляет ферментативные реакции до почти нулевых значений. Темнота исключает фотосинтез, главный источник органики для большинства экосистем. На первый взгляд сумма этих условий должна давать пустоту, но мембраны можно укрепить, белки можно стабилизировать химически, скелет можно не окостенять. Пищевую цепочку можно выстроить без фотосинтеза, опираясь на то, что падает сверху. Ходальная зона, так ученые называют глубины от 6 до 11 тысяч метров, это 47 отдельных желобов по всей планете, большинство расположены вдоль Тихоокеанского огненного кольца. В каждом из них жизнь как-то устроилась, в некоторых очень неожиданно. Самая глубоководная рыба на Земле выглядит не как монстр, а как головастик. Бесцветный, полупрозрачный, длиной около 28 сантиметров и весом примерно 160 граммов, сквозь бока которого буквально видно внутренние органы. Марианская слизиголова, псевдолипарис свирей, формально описали вид в 2017 году, хотя снимали с 2014. Рекорд глубины для рыб – 8336 метров. Там в 2023 году засняли живой экземпляр. Это не опечатка. Почему именно она, а не что-нибудь с зубами и биолюминесценцией – вопрос, который долго меня занимал. Ответ оказался не физиологическим, а экологическим. Слизиголова спустилась туда, где у нее нет конкурентов. На этих глубинах огромными скоплениями собираются рачки-амфиподы, поедающие все органическое, что падает сверху. Слизиголова их ловит, потому что больше некому. Не потому что она самая стойкая из возможных рыб, а потому что нашла пустое место. С давлением у нее при этом все устроено по-особенному. Кости не окостеневают полностью, скелет частично хрящевой, мягкий, череп не закрытый, желудок большой и растяжимый. Зоологи, когда впервые подняли экземпляр наверх, решили, что рыба деформирована давлением при подъеме. Потом разобрались. Так задумано. Геном слизиголовы описали в Nature Ecology and Evolution и выяснили, что от своего ближайшего поверхностного родственника она отделилась примерно 20 миллионов лет назад. С тех пор независимая эволюция строго вниз. И не только в Марианском желобе. Похожие слизиголовы независимо появились в японском, кермадекском, атакамском. Одни и те же условия давления и темноты в разных углах Тихого океана привели к практически одинаковому результату.
Есть еще одна деталь, которую я долго не мог уложить. Слизеголовы потеряли большую часть обонятельных рецепторов по сравнению с мелководными родственниками. На первый взгляд это странно. Темнота должна делать химическое чутье важнее, а не ненужнее. Но исследователи предполагают, что на таких глубинах разнообразие химических сигналов крайне ограничено. Пахнет в основном одним – едой. Тонкая дифференциация запахов там не нужна. Достаточно почуять, есть или нет. На мелководье амфиподы – маленькие рачки в пару сантиметров. На больших глубинах некоторые вырастают до 34 сантиметров. Алицелла гигантеа – примерно как небольшая белка по длине в виде рачка бокоплава. Рабочая гипотеза по поводу их размера – избыток пищи при почти полном отсутствии хищников. Слизеголовы есть, но их мало, и всю популяцию рачков им не накрыть. Поэтому амфиподы тратят ресурс на рост, а не только на воспроизводство. Тут, правда, нужно сказать честно, этот механизм для ходальных глубин подтвержден не окончательно. Это все еще гипотеза. Если опустить в жёлоб приманку и подождать несколько минут, вокруг нее соберутся тысячи амфипод. Видеозаписи с придонных камер это подтверждают. В абсолютной темноте зрение не работает, зато химицепторы отлично улавливают химический след еды в воде на огромном расстоянии. Еще одна деталь, которую я не ожидал найти. Некоторые сверхгигантские амфиподы, судя по анализу тканей, накапливают в себе алюминий из осадков и, по всей видимости, используют его для укрепления внешнего покрова. Это не точно установленный факт, а предположение исследователей. Но сама идея, что рачок на 10 километрах глубины работает с металлом, звучит как что-то из другой реальности. На ксенофиофорах я споткнулся. Это выглядит как комок ила с ячеистой структурой, но формально является одной клеткой. Размер – тэч, до 10 см в поперечнике. Самые крупные известные науке одноклеточные организмы на Земле. При этом клетка не просто лежит, а строит вокруг себя оболочку из песчинок, фрагментов раковин и игл губок, скрепляя все органическими выделениями. Каждая особь строит что-то свое. Эти структуры видны на записях с камер на глубинах более 10 километров. Там, где многоклеточных уже почти нет. Как одна клетка может быть такой большой и нормально функционировать? Честного ответа нет. Ксенофиофоры разваливаются при подъеме на поверхность, так что исследовать их лаборатории почти невозможно. Мы их видим, понять, как они работают изнутри, не можем. И еще одна их особенность, которая выглядит совершенно абсурдно. Они выдерживают высокие концентрации тяжелых металлов в тканях, свинца, ртути, урана, без видимых последствий. Как именно, тоже открытый вопрос. Галатурии, морские черви-полихеты и анимоны тоже добираются до ходальных глубин. Если смотреть на всех их вместе, прослеживается кое-что общее. Прозрачность или отсутствие пигментации, сниженная мышечная масса, очень медленный метаболизм. Разные животные, разные родословные, а решения похожи. Физика давления одинаково стоит перед каждым, кто туда спускается. Одна вещь, которую я не ожидал. На записях с придонных камер видно, как анимоны прикрепляются к скалистым обломкам и буквально стоят в токах воды, фильтруя то, что проносится мимо. Они выглядят совершенно обычно, никаких признаков экстремального выживания, просто анимоны, которые живут там, где живут. Если хотите еще таких разборов, подпишитесь, следующие темы будут не менее странными. В 2016 году группа ученых из Ньюкаслского университета подняла амфипод с глубины от 7800 до 10250 метров. Обычный анализ состава тканей, и в жировых тканях рачков нашли полихлорированные бифенилы и полибромированные дифениловые эфиры, промышленные загрязнители, запрещенные еще в 70-е годы 20 века. Концентрация плешка в разы выше, чем в прибрежных водах у устьев загрязненных промышленных рек. На дне самого глубокого места планеты, в 1400 километрах от ближайшего берега, загрязнители связываются с частицами органики и тонут вместе с ними. Амфиподы поедают все, что к ним приходит сверху, и накапливают эти соединения в тканях. В 2018-м в осадках бездны Челленджера нашли микропластик. В 2025-м исследования из журнала Cell зафиксировали промышленные загрязнители одновременно в рыбах и в осадочных слоях. Чтобы понять, как это работает, нужно вспомнить про еду. Источник органики для ходальных существ – поверхность океана в 11 километрах выше. Зоопланктон, останки рыб, органические хлопья – все это медленно тонет, разлагаясь по дороге. Скорость оседания частиц от 10 до 160 метров в сутки. Крупные туши морских животных опускаются неделями.
По дороге их едят другие, но часть всегда доходит. Вместе с органикой доходит и все остальное, к ней прикрепленное. Дно желоба – не изолированная точка, а конечная остановка для всего, что человек сбрасывал в океан последние 100 лет. Это неудобный факт, но он хорошо задокументирован. Почему рыбы не заходят глубже 8200 метров? Ниже этой отметки никогда, нигде, ни одна. А вот амфиподы, морские огурцы и микроорганизмы живут до самого дна. Чтобы белки в клетках не разрушались под давлением, костистые рыбы накапливают ТМАО – триметиламин-N-оксид. Чем глубже, тем его больше. Но на 8200 метрах концентрация ТМАО достигает уровня, при котором клетки рыбы становятся осмотически неотличимы от окружающей морской воды. Дальше поддерживать внутреннюю среду невозможно. Не потому, что эволюция не успела, а потому, что это предел, вшитый в биохимию позвоночных. 20 миллионов лет слезиголовы эволюционировали вниз, до 8000 метров дошли. Но что-то принципиальное на уровне осморегуляции не переделали. Это границы не вида, дифа. Все костистые рыбы упираются в тот же потолок. Амфиподы и морские огурцы изначально изосмотические. Им не нужно удерживать разницу концентрации с морской водой. Для них химического предела не существует. Они и идут до конца. Мартовские работы 2025 года в Cell при этом скорректировали картину. Оказалось, что ниже 6000 метров ТМАО у рыб уже не растет так, как считалось. Значит, 8-километровый потолок пока не объяснен до конца даже в рамках этой теории. Отдельно интересно вот что. У слизиголовы при анализе генома нашли мутацию в гене, отвечающем за кальцификацию хрящей. Из-за нее кости так и не доокостеневают до конца. Организм как будто заблокировал процесс на полпути. Случайная поломка это или отобранная адаптация? Пока вопрос открытый. Но рыба с незаконченным скелетом живет на глубине 8000 метров и, судя по всему, чувствует там себя отлично. Те же работы в Cell дали еще один результат. Один из анализов охватывал микробное разнообразие желоба, и там насчитали более 7000 новых видов микроорганизмов. 89% из них науке до этого были неизвестны совсем. 7000 новых видов за одно исследование означают простую вещь. Глубокую биосферу собственной планеты мы почти не знаем. Ни Марс, ни Европа. Свой океан. Дно желоба геологически нестабильно. Землетрясения, гидротермальные источники, периодические подвижки. Это влияет на то, как там живут. Слизиголовы, судя по анализу отолитов, ушных камней с возрастными кольцами, живут сравнительно недолго. Вероятно, эволюционно выгоднее быстро воспроизводиться, чем рассчитывать на стабильность среды. Если думать об этом дальше, получается интересная параллель. Европа, Луна Юпитера. Предположительно имеет под ледяной коркой жидкий океан, без доступа к солнечному свету. Энцелад выбрасывает в космос водяные гейзеры с органическими молекулами. Если жизнь работает без света и тепла здесь, на дне нашего же океана, вопрос про то, возможно ли она там, становится менее риторическим. Я не утверждаю, что она там есть, но марианский опыт сильно сужает список аргументов против. Вопрос, который у меня остался без ответа, насколько ходальные сообщества в разных желобах изолированы друг от друга. Дно Марианского и дно Кермадекского желоба разделяет около 6000 километров. Слизиголовы в обоих похожи, но это параллельная эволюция, а не связь. Есть ли вообще обмен между этими системами? Через течение, через органику, через что-то еще? Пока непонятно. И еще одна цифра, которая у меня немного не укладывается. Из более 7000 новых видов микроорганизмов, найденных в 2025 году, 89% оказались совершенно неизвестны науке. Не слабо изучены, не описаны поверхностно, а просто не описаны. Это не про отдаленный уголок Вселенной, это про дно Тихого океана, который люди пересекали на кораблях уже несколько сотен лет. С 1960 года бездну Челленджера посетили 22 человека на пилотируемых аппаратах. По состоянию на 2022 год, какое-то время число людей, ходивших по Луне, превышало число людей, видевших это место. Виктор Вискова в 2019-м установил рекорд пилотируемого погружения – 10 928 метров на аппарате DSV Limiting Factor. В июле 2022-го океанолог Доун Райт стала первым чернокожим человеком, добравшимся до дна бездны Челленджера.
Свискова в роли пилота, она вела картографию боковым сонаром. Большую часть дна желоба мы не видели вообще. Организмы, которые там живут, разваливаются при подъеме на поверхность. Их невозможно нормально изучить в лаборатории. Неизвестно, насколько ходальная зона связана с остальным океаном через потоки воды, насколько изолированы друг от друга разные желобы, и что еще там есть из крупных животных, которых мы просто не видели. Последнее, что осталось у меня в голове после всего этого. Рачки с глубины 10 километров несут в жировых тканях следы промышленного производства 70-летней давности. Не потому, что им кто-то туда это принес, а потому, что все, что тонет с поверхности, рано или поздно до них добирается. Это самое наглядное, что я нашел про связь между тем, что происходит здесь, и тем, что происходит там. Промышленные загрязнители запретили в 70-е. Рачки на 10 километрах все еще их несут. На то, чтобы это сошло на нет, уйдут еще десятилетия, потому что органика с поверхности продолжает тонуть, и дно ее принимает.